Дорогой зритель, я тебя приветствую. Сегодня я тебе покажу сломанные, странные и просто красивейшие сиды в нашей с тобой любимой игре Майнкрафт. Обязательно оформляй подписку на мой канал, она бесплатная, если что. Прожимай палец вверх, это значит лайк. Оставляй свой прекраснейший комментарий под этим видео, например... Какой сид тебе понравился больше всего? Или еще что-то в этом духе. Также передерни колокольчик после того, как подпишешься, а после уже можешь Ну и расскажи про такой охуенный канал своим друзьям. Если ты все это сделал, то ты красавчик. Можем приступать с тобой к просмотру этих классных сидов. Если что, в описании будут все сиды из этого видео. Теперь точно поехали. Начнем мы с сида на превью. Спавнимся мы вот здесь. Вроде бы все отлично, все нормально. Но если мы пролетим чуть дальше, как бы я отлетел, но все дела, у нас такое вот озеро, внутри которого у нас с тобой появляется вот такая вот Марианская впадина в мире Майнкрафта. По-другому я просто никак это назвать не могу. Это сид сломанный, потому что такого быть просто не должно, но выглядит очень красиво. Реально, просто посмотри снизу, как это выглядит очень красиво, смотря на вот это вот все. Опять же, с этого лавового озера. Еще здесь есть вот такие вот шахты. Конечно, сундуков я, по крайней мере, здесь не видел, но ты можешь посмотреть, поискать, может, найдешь, не знаю. Нет, это реально просто красотища. Вообще, знаешь, можно взять в середине вот этой лавы и построить какой-нибудь дом и просто начать выживание. Конечно, это повыше, чтобы не сгорел дом, но все равно выглядит реально просто красотища. Еще, кстати, самый прикол. По факту это все сдерживает такая тоненькая корка. И если ее сломать, конечно, будет лавина воды, но нет. Еще здесь есть деревня, которую ты видел. И один дом расположился вот так вот под водой у нас. То есть со всех сторон его окружает вода. Выглядит очень красиво. Вот здесь я бы тоже начал какое-нибудь выживание. Хотя, может, когда-нибудь мы будем в этом сиде выживать. Кто знает, посмотрим. Ну а что касаемо самой деревни, выглядит все у нас вот так вот. В самой деревне ничего интересного нету, а вот есть вот такой вот портальчик, а здесь у нас вот такие просто ресурсы. Ну и, в принципе, все, кстати, самый прикол, вон там вот в глубине, как ты видишь, куча обсидиана, это, если что, бывшие лавовые источники, скажем так. Ну а с шейдерами это выглядит еще лучше, ты просто посмотри, как это красиво. Ну, если, конечно, у тебя комп не лагучий, то может быть, будет все нормально. У меня просадки, конечно, FPS есть, но это пофигу, а так просто реально красотища. Следующий сид, вроде бы все обычное, как бы вот такие вот у нас леса, джунгли, все дела, вообще красиво, кстати. Но сид непростой, у нас вот такая вот деревня расположилась, и по факту у нас пересечение нескольких биомов, а это пустыня, пустынная деревня, опять-таки же, биом Меса, который очень маленький, кстати, он окружен со всех сторон вот такими вот деревьями, джунгли, опять-таки же, ну и плюс бамбук, конечно, ну и плюс пересечение, опять-таки же, пустыньки, но все равно выглядит очень красиво. Ну а недалеко у нас расположился вот такой вот аванпост разбойников, ну, ничего особо интересного там такого нету, и вот биом доходит у нас вот до Судова, и все, это вся Меса, которая у нас есть. Еще у меня мир залагал, что? Ну окей, выглядит все равно очень красиво, и вот так вот ходить здесь или летать, я не знаю, зависит от того, в каком режиме будете тут играть, но все равно выглядит очень красиво, мне прям просто нравится, я бы в таком сиде точно выживал, я не знаю, точно ли ошибка это генерация или нет, но выглядит довольно странно. Кошак, ты шо тут застряла? Давай я тебе помогу выбраться, а ну-ка, давай, вылазь, ну, давай вылазь, так. Голем какого хрена, почему кошаки внизу делают, а? Ну давай, все, закрыли, все, давай вылазь, ставь лайк. И я буду спасать кошек еще чаще. Ну, ты понял, да, как бы? С шейдерами это выглядит еще лучше. Просто посмотри на эту красоту. Конечно, у меня все-таки фризы есть. Скоро все пофиксится, как я уже говорил в прошлых видосах. Если что, можешь там посмотреть, все дела. Выглядит деревня у нас все вот так вот. Ну и водичка, все дела. Больше ничего сказать не могу. Едем дальше. Следующий сид вроде бы нормальный. То есть смотришь как бы биомы. Вроде бы ничего такого нету. Но стоит перейти в режим спектатора. Так. Я сказал перейти в режим спектатора, перешли, отлично. Спускаемся вниз, смотри, вот все, смотри. Оба! Поначалу вроде кажется все нормальным, да, но внимательные уже заметили, что вот здесь происходит какой-то тотальный пиздец, скажем так. Это бесконечные шахты. Что? Да, чтобы ты понимал, реально, эти бесконечные шахты будут генерироваться прям постоянно. И вот ходишь, и тут столько лута, столько сундуков, это просто пипец. Здесь можно смело сказать, что сид сломан, потому что, ну как можно написать... Вот это вот, то есть таких шахт вообще, по идее, быть не должно, но оно есть, и здесь и есть просто, опять же, как я уже говорил ранее, тонны сундуков, просто прикинь, начать выживание и встретить вот такое вот. И оно будет простираться бесконечно вот в эти вот стороны, выглядит очень красиво, ну, по крайней мере, без шейдеров, с шейдерами, я думаю, выглядит ужасно, еще тут, кстати, есть такой вот спавнер зомби, сундуки смотреть не будем, смысла нету.
но реально вот такой вот сид с бесконечными шахтами. Это очень красиво, прям очень. С шейдерами, конечно, выглядит не самое прям прикольно, потому что ни хрена не видно, но мне лично очень нравится. Ну, по крайней мере, как все светится. Идем дальше. Идешь с такой спокойно себе по миру, никого не трогаешь, вроде бы все хорошо, начинаешь бежать, взлетаешь и видишь вот такую вот картину перед собой. Это деревня, которая расположилась на горе, внутри которой расположился вот такой вот огромный особняк. Кстати, пара домов здесь расположились еще и внутри этого особняка. Давай с тобой сейчас посмотрим. Да, вот здесь вот такой вот дом одинешенько, внутри, ну, уже человек либо умер, либо ушел, но выглядит достаточно интересно. То есть дом внутри дома выглядит достаточно прикольно. Также здесь еще вот, как ты видишь, сверху куски горы расположились, то есть вообще пипец. Так будет по всему особняку, а еще сверху здесь вот такие вот дороги есть. Да. В общем, что могу сказать? Прикольно, интересно выглядит достаточно. Просто посмотри, вообще, знаешь, если смотреть где-то сзади, вот этот кусок особняка, кажется, как будто что такой большой дом, но это сам понимаешь, что. Выглядит странно, но, с другой стороны, интересно и даже красиво. Следующий у нас просецкий сит, ничего вроде бы такого интересного нету, ну, по факту, да, просто красотища, скажем так. Вот такая вот джунгли, и внутри у нас пустыня. Да, чтобы ты понимал, у нас вот так вот пустыня окружена со всех сторон этими джунглями, а еще здесь есть вот такой вот обычный биом, как бы травы с тыквами. Выглядит странно, я никогда вообще тыквы не встречал в пустыне, но выглядит очень интересно. Недалеко здесь есть еще бесполезный по факту, но вот такой вот интересный храм, а смысла смотреть там нету, потому что, ну, как бы смысл, это же бесполезная фигня, но сверху на вот таком вот столбе кактусов выглядит еще интереснее, то есть просто смотри, практически ровный круг в Майнкрафте, ну, практически. Перфекционисты меня убьют, но все равно посмотри на эту красоту, реально выглядит очень круто. Вот на таком реально сиде тоже можно повыживать. Окей, вроде бы обычный остров, как ты видишь, но по факту гора, где мы заспавнились. Вон там даже что-то, это джунгли, но вроде что-то не прорисовались. А потом просто летишь вот сюда и понимаешь, что все, джунгли кончились. Это все джунгли. Ладно, на самом деле это просто вот такой вот огромный остров, который вот так вот решил заспавниться. По факту остров-гора, на котором ты спавнишься и начинаешь свое выживание всего лишь с одним деревом. Выглядит очень красиво. Просто посмотри, как это выглядит снизу. По факту, знаешь, он еще как будто обрезан, но нет. Также тут еще есть вот такой вот затонувший корабль. Внутри ничего такого интересного нету, изумруды, ну и все в этом духе. Такой себе, знаешь. Ну, давай так, выберемся. Рядом вообще есть тоже большие так острова. Ну, по факту не острова, а тоже горы, но вот такой вот кусок острова встретить в океане достаточно интересно. С шейдерами все выглядит вот так вот. Ой, хватит лагать, что ты, блин, ай, опять заэтовался. Все. Вот смотри, просто красотища какая, Прям просто вот на таком тоже, я думаю, повыживать можно. Просто красотища. Ну а на этом все. Это все сиды, которые были у нас с тобой на сегодня. Да, не так много. На фоне еще один интересный сид. По факту ты его не видишь, но если что, в описании я оставлю тоже его. Там просто у нас будет деревушка с портальчиком и с разбойниками. Ничего такого интересного нету, но все равно. Огромное спасибо тебе за просмотр. Подписывайся на канал, ставь лайк, включай колокольчик, пиши комментарий. Если ты хочешь еще больше сидов и в целом что-то подобного, то напиши об этом в комментариях. Ну и плюс я буду смотреть по лайкам, просмотрам и комментариям. Если все этого будет достатки, то, разумеется, вторая часть у нас будет с тобой не за горами. А на этом все. Удачи тебе и